Семья Вудс переезжает в свой новый дом в сельской местности. Кира и Брайан очень гордятся домом, который они купили для своих детей, и их сын Стивен тоже в восторге. Но их дочь Элли совсем другая история. Она ненавидит то, что оставила своих друзей, и чувствует себя оторванной от родителей, думая, что они ее не понимают. Этот дом очень особенный. Есть старая картина мужчины с поднятым пальцем и буквы незнакомого алфавита с треугольником под ними, которые расположены над каждой дверью, за исключением той, у которой есть только пятиугольник. Когда они проверяют подвал, они не находят что-то необычное, но выходя, дверь закрывается прежде, чем Элли успевает уйти. Что-то не так, и она не может открыть дверь. И когда она чувствует в темноте приближение чего-то, она начинает пугаться. К счастью, ключ висит прямо рядом с дверью, поэтому Брайан использует его, чтобы выпустить ее. Вечером Кира просит Элли присмотреть за Стивеном, потому что им с Брайаном нужно сходить на работу из-за экстренного совещания. Пока Элли разговаривает по телефону со старым другом, она внезапно пугается странной фигурой, но это всего лишь Стивен, одетый в плащ и со странным черепом, который он нашел в потайном отделении в комнате отдыха. Семья не знала об этом тайном отделении, поэтому Элли проверяет его и находит там табличку с надписью «Солфетика Агула» и старый проигрыватель и счеты. Стивен говорит, что слышал, что раньше дом принадлежал ведьме, которая заключила договор с дьяволом, а затем просит попробовать проигрыватель. Элли заставляет его работать и играет запись голоса человека, читающего уравнение, записанное на пластинке, прежде чем оно начнет считать. Несколько часов спустя странный ветерок дует из-под двери подвала и отключает электричество во всем помещении. Элли звонит матери, и Кира говорит ей спуститься в подвал и проверить автоматический выключатель. Она слишком испугана, чтобы войти в такую комнату в темноте, и Элли говорит, что не может этого сделать. Поэтому Кира рассказывает ей свой небольшой трюк, который она использует. Когда ей нужно очистить свой разум, она считает. Кира помогает Элли, подбадривая ее каждый шаг, который она делает, и считает. Должен быть последний шаг, но когда Элли достигает его, она закрывает глаза и падает. Кира слышит, как она считает до 30 и не отвечает ни на что. Поэтому Кира и Брайан спешат вернуться домой. Когда они добираются туда, они нигде не могут найти Элли, поэтому они вызывают полицию. Быстрый поиск в окрестном лесу оказался безрезультатным, и поскольку нет никаких доказательств совершения какого-либо преступления, Элли раньше сбегала из дома. Полицейские просто говорят родителям дождаться новостей, так как она, вероятно, в доме друга. Утром семья просит соседей о помощи, и они снова идут в лес на поиски, но результат тот же. Брайан понимает, что Элли злилась на них, и это естественно, что она сбежала. Но Кира не думает, что это так, она уверена, что с Элли что-то случилось из-за того, как жутко звучал ее голос. На следующий день Кира начинает развешивать таблички с надписью о пропавшем человеке и забывает забрать Стивена из школы. Как только ее сын оказывается с ней, Кира идет в полицейский участок, чтобы узнать, есть ли какие-нибудь новости, но детективу особо нечего сказать. Они проверили камеры видеонаблюдения в автобусном и железнодорожном вокзалах, друзьям Элли тоже звонили, но зацепок нет, тем более ее телефон они не нашли. Единственное, что детектив может прокомментировать, тот факт, что Элли какое-то время подвергалась издевательствам и преследованиям в социальных сетях. Чувствуя себя виноватой, потому что она этого не знала, Кира просит приехать судмедэкспертов и проверить подвал, потому что она убеждена, что ее дочь не сбежала. Еще раз детектив должен напомнить ей, что поскольку это не уголовное дело, он не может сделать это. Когда она вернулась домой, Кира замечает, что над входной дверью вырезана фраза «Солфетика Агула» и решает искать это в интернете, пока Стивен отбивает мяч от двери подвала. Результаты поиска показывают, что эта фраза связана со старой алхимией и означает «растворение и свертывание». На связанных с ним изображениях изображена пятиконечная звезда и изображение странной змеи. Кира зовет Стивена, и ее сын присоединяется к ней после того, как уронил мяч возле подвала. Стивен говорит маме, что в ту ночь, когда исчезла Элли, не произошло ничего необычного. Единственное, что они сделали, это включили проигрыватель. Считая это неважным, Кира снова переключает свое внимание на компьютер, чтобы проверить социальные сети Элли, где она узнает, что ее дочь сделала анархистскую татуировку, о которой никогда не рассказывала своей семье. После этого Кира решает еще раз проверить подвал. На мгновение она смотрит на пятиугольник над дверью, прежде чем зайти внутрь. На этот раз она замечает римские цифры на ступеньках и уравнения в конце, соответствующие уравнению на проигрывателе. Но самый шокирующий сюрприз происходит, когда ультрафиолетовый свет трубки показывает кучу тревожных лиц, нарисованных на стене. Этого достаточно, чтобы полиция наконец прислала бригаду судмедэкспертов, и один из мужчин случайно толкает мяч Стивена в подвал. К сожалению, копы не находят других улик, и единственное, что они могут сказать, это то, что картина находилась там с 50-х годов.
Когда спросили о истории дома, Брайан объясняет, что они ничего о нем не знают, кроме того, что раньше он принадлежал старушке, и они купили его очень дешево. Наступает ночь, и вся семья ложится спать, но Киру будит Стивен, который обмочился в постель. После уборки Кира уходит в ванную, чтобы послушать голос дочери на автоответчике, чтобы немного успокоиться. Но внезапно Кира слышит звук Элли, доносящийся откуда-то из трубы раковины. Голос еще можно услышать, когда она выходит из ванной, поэтому Кира следует за ним, пока не обнаруживает, что это из подвала. Когда она входит туда, она случайно пинает мяч Стивена, который начинает падать с лестницы, и звук его подпрыгивания продолжается гораздо дольше. Кира включает свет и тоже спускается вниз, но она нигде не видит мяч. Утром Брайан просыпается и обнаруживает, что Кира не вернулась в постель. Он идет ее искать и обнаруживает, что она смотрит на символы над дверями. У нее также есть уравнение из подвала, написанное на листке бумаги. Брайан не думает, что зацикленность на каких-то случайных символах поможет. После этого Кира звонит риэлтору и запрашивает информацию о предыдущем владельце. К сожалению, он знает только, что она была дочерью известного ученого, которому изначально принадлежал дом, но он обещает, что попытается узнать больше. Все еще желая чем-нибудь заняться, Кира начинает фотографировать символы выше двери перед выходом на работу. Она отправляет фотографию своей секретарше и просит ее поискать их значения, пока она присутствует на собрании, но ее беспокойство не позволяет ей нормально работать, поэтому она уходит, как только приезжает. На выходе Киру останавливает ее секретарь, который сообщает ей, что символы представляют собой еврейские глифы и означают «Левиафан» – морское существо из еврейской мифологии. Кира идет за Стивеном из школы и находит его истекающим кровью, потому что он попал в драку, когда один из его одноклассников сказал, что Элли мертва. Когда они возвращаются домой, Кира ищет в интернете информацию о Левиафане и обнаруживает, что рисунки соответствуют змею, которого она видела. Затем она решает попробовать проигрыватель, и поскольку голос начинает считать счеты в комнате отдыха, начинают двигаться сами по себе. Стивен тоже начинает считать, когда он идет к потайному очагу, который тоже открылся сам по себе. К счастью, Кира слышит его и выключает проигрыватель, прежде чем броситься к сыну и остановить его. Когда его спрашивают о том, что произошло, Стивен не выказывает никаких признаков того, что помнит, что он только что сделал. Затем Кира идет посмотреть на картину мужчины с поднятым пальцем. Она обнаруживает, что его зовут Джон Феттерстон, и на картине тоже написаны еврейские иероглифы. Кира ищет его имя в интернете и обнаруживает, что вся его семья пропала в этом доме, кроме дочери. В этот момент из-под двери подвала дует странный ветерок, из-за чего электричество отключается. Голос Стивена начинает взывать о помощи из-за двери подвала, поэтому Кира бросается вытаскивать его, но замок заклинивает, и она не может найти ключ. Когда она смотрит в замочную скважину, на нее смотрит звериный глаз, и она отпрыгивает только для того, чтобы найти настоящего Стивена в коридоре. Внезапно дверь подвала открывается сама по себе, и электричество возвращается, и она обнаруживает, что ключ лежал на полу. Кира снова вешает ключ перед тем, как входит в подвал. Дверь за ней закрывается, как только она входит, поэтому она просит Стивена о помощи, но он слишком мал, чтобы дотянуться до ключа, поэтому ему приходится пойти и взять стул. В ожидании Кира снова пытается заглянуть в подвал и случайно роняет телефон, заставляя то, что там внизу, начать тяжело дышать и приближаться к ней. Этот зверь начинает идти вверх по лестнице, и Кира отчаянно пытается выбраться. К счастью, Брайан приходит как раз вовремя. Позже Кира рассказывает Брайану, что почувствовала там чье-то присутствие. Она также комментирует тот факт, что семья Феттерстонов пропала, как и Элли, но Брайан думает, что она видит то, чего нет. Чтобы помочь ей успокоиться, он спускается в подвал, чтобы найти ее телефон, но единственное, что он находит, это клубок волос. На следующий день Кира идет в Национальный математический колледж, который имеет крыло Феттерстона, чтобы поговорить с доктором Реми Фурни, гениальным математиком. Кира дает ему лист бумаги с уравнением из подвала, и когда он читает это вслух, свет на секунду мерцает. Решая уравнение, Фурни рассказывает ей больше о Феттерстоне. Раньше это был его офис, и он был коллегой Эрвина Шрёдингера, знаменитого ученого. Феттерстон тесно сотрудничал со Шрёдингером, пока его сын не заболел, и он не исчез из академических занятий. Что с ним случилось – загадка, и единственный человек, который знает, это его дочь Роуз, у кого Кира купила дом, но Роуз никогда об этом не говорит, потому что так и не выздоровела. Фурни удается создать график, представляющий уравнение, и он думает, что оно представляет другие измерения, но это сложнее, чем то, что он видел раньше. Ему понадобится время, чтобы поработать над этим, поэтому он обещает позвонить Кире и сообщить о результатах. Некоторое время спустя Кира приходит домой с новым телефоном. Как только она его включает, ей звонит Фурни и говорит, что пытался звонить ей какое-то время, и странный голос продолжал звучать.
Затем он объясняет, что говорил с коллегой об этом уравнении и считает, что оно относится к разделу математики, созданному алхимиками в XII веке. Кажется, это какая-то незавершенная последовательность или незавершенное заклинание, и это определенно связано с другими измерениями. Этот коллега также сталкивался с подобным уравнением ранее в доме в Бельгии, где семья тоже бесследно исчезла. Брайан приходит проверить Киру, оставляя Стивена одного в комнате отдыха, где счеты снова начинают двигаться сами по себе. Кира показывает Брайану собранную ее информацию. Левиафан – это змей бездны, и дом называется Хаос, что по-гречески означает «пустота до начала времен», также известная как бездна. Брайан считает, что она слишком много внимания уделяет украшениям, поэтому, чтобы заставить ее забыть об этом, он пытается уничтожить табличку с уравнением. Однако молот лишь отскакивает, даже не оставляя вмятин. В этот момент начинает играть проигрыватель, и Стивен направляется к потайному очагу, где он находит бледную Элли, которая продолжает считать, показывая глифы, вырезанные на ее лице. Стивен взывает о помощи, но когда его родители приходят, проигрыватель остановился, и Элли ушла, оставив только свой телефон. На следующий день Кире позвонил ее риэлтор с информацией о том, где она может найти дочь Фиттерстона. Кира едет в дом престарелых, где она находит пожилую Роуз в инвалидной коляске, и медсестра предупреждает, что она сейчас мало разговаривает. Решив попробовать, Кира рассказывает Роуз об Элли и просит ее помощи. После минуты молчания Роуз записывает «Левиафан», но объясняет, что это не его имя. Это один из 7 принцев ада, и ее отец привел его в этот мир, чтобы вылечить болезнь своего брата. Ритуал проводится не только в подвале, но и во всем доме. На обратном пути Кира пытается позвонить Фурни, но на линии есть только помехи. Тем временем Брайан начал проводить собственные исследования, соединять треугольники с помощью пятиугольника, образуя пятиконечную звезду. Эта звезда с глифами вокруг нее представляет демона по имени Бафомет, страж ада. На фотографии видно, как он делает тот же жест рукой, что и Фиттерстон на картине, и на ее гербе тоже написано «Солвка Агула». Когда приходит Кира и видит это, она понимает, что Роуз права, весь дом спроектирован так. Кира включает пластинку, чтобы объяснить, что уравнение, вероятно, открывает ворота. В этот момент Стивен теряет контроль над своим дроном и следует за ним в подвал, считая каждый шаг. Бафомет ждет его внизу, и Стивен кричит, когда отключается электричество. Его родители быстро идут за ним, но находят только дрон, поэтому они начинают безрезультатно обыскивать дом. Когда мяч Стивена прыгает вниз по лестнице, они начинают слышать голос и следуют за ним, чтобы обнаружить, что их сын собирается войти в скрытый отсек. Они забирают Стивена, чтобы проверить его, и обнаруживают, что мальчик горит от лихорадки. Пока Брайан идет за водой, Кира пытается снять рубашку Стивена, но только для того, чтобы увидеть, что высечено у него на груди. Внезапно Стивен говорит, что помнит, как ехал на рогатом звере, прежде чем начать опять считать. Кира снова идет искать Брайана и находит его в другой комнате, где он тоже считает, и как только он достигает нуля, он говорит, что он здесь. Дверь в подвал открывается сама по себе, и начинается сильный ветер, и слышны звуки приближающегося Бафомета. Кира убегает, чтобы спрятаться в другой комнате, но демон находит ее, поэтому она убегает в подвал с фонариком в руке. Лестница волшебным образом стала намного длиннее, и в конце появилась дверь, поэтому Кира бежит к ней, чтобы спастись от зверя. Она прячется за стеной внизу и ждет, чтобы Бафомет прошел через дверь, прежде чем исследовать комнату. Когда она находит туннель, она пересекает его и обнаруживает огромную открытую площадку, заполненную заблудшими. Среди этих них Элли, которую Кира находит благодаря татуировке. Таща за собой дочь, Кира возвращается к лестнице, стараясь поторопиться, потому что она слышит, как Бафомет идет за ними, роняя при этом фонарик. Когда они возвращаются в дом, снова включается электричество, и Кира закрывает дверь подвала, чтобы удержать зверя внутри. Семья в порядке, поэтому Кира говорит им, что им следует уйти, но когда она приближается к входу, она находит на полу свой фонарик. И ее семья начинает считать. Кира открывает дверь и обнаруживает длинную лестницу на другой стороне. Вскоре Кира начинает тоже считать, и также показано, что дом больше не находится в лесу, а находится на пустынной земле.